Здорово, народ! Ну вот и наконец-то наступил тот момент, когда у меня дошли руки сделать подсветку ног. На самом деле я всю голову сломал, как это все лучше сделать, куда прикрутить, где что вырезать, чтобы ничего не испортить, ну и чтобы светило оно нормально. Много времени потратил на то, чтобы найти место, куда крепить фонарики. 2 раза ночью выходил, подключал его и подставлял в разные места, чтобы понять, как будет лучше, как с бубном. Изначально думал врезать их в центральную консоль, но уж очень мне не захотелось ее снимать, да и сзади в центральной консоли они бы стояли слишком высоко и, в общем-то, не смотрелись бы. Вторая идея была врезать фонари в порог под дверь, то есть довольно-таки неплохо там смотрелись, но фишка в том, что эти фонарики светили в окна. Открываешь дверь, и у тебя все стекла становятся зелеными. Это первый момент. А второй, этот фонарь светит тебе прям в шары. Данный свет, ну, в общем-то, довольно-таки неприятно лицезреть. Поэтому я решил их врезать в боковую стоечку. Так, фонарик, значит, будет стоять здесь. Эту часть я уже заглушки снял. А также эту заглушку буду снимать. Единственный только момент, их нужно поднимать как можно выше, но не слишком высоко, иначе если сделать низко, то луч света будет бить в окна боковые. Если сделать слишком высоко, то, соответственно, весь свет будет уходить под торпеду. Поэтому нужно найти вот именно вот эту вот золотую серединку, чем я, в общем-то, и занимался. Взял фонарик и вечерком тынь-тынь, влево-вправо, вверх-вниз, в общем-то, нашел идеальную середину, так скажем. Но, опять же, если бы я сделал на центральную консоль, то есть, ну, если рассматривать водительское сиденье, не слева, а справа, то это бы выглядело, конечно, намного аккуратнее. Ну, не то, что аккуратнее, красивее. То есть, подсветка бы светила на дверь, и смотрелось бы это, конечно, как-то посимпатичнее, мне больше понравилось. Хотел я разобрать центральную консоль, но что-то как-то туда я полез, и так мне не захотелось этим заниматься. В общем-то, жара еще такая, и все это хотелось в день, в один сделать, чтобы уже ни второй, ни третий не заморачиваться. И поэтому пошел более легким путем, поставил слева, в общем-то, да, получилось нормально, мне нравится, как бы, фонариков не видно, даже если, в принципе, если наклониться, то заводской фонарик. Ничего не такого нету. Вот, кстати, обдумывал я поставить ленту светодиодную. Ну, не знаю, как-то душа мне к ней не легла. То есть эти вот ленты, ну да, они светят лучше, там можно разные цвета, да, выбирать там с пультика, там все дела, как бы. Ну, так зато как будто с завода. Кто не знает и не поймет. Что касается сзади проблематичнее, так как никаких изначально кронштейнов я не планировал делать. Думал, как-то чего-то куда-то врежу, также либо в центральную консоль, либо под порог. Короче, как-то думал малой кровью обойтись, но по итогу как-то это все не то. Не то в том плане, что луч света бьет в стекла, в окна, как бы, но это смотрится на самом деле не очень красиво. Поэтому нужно, чтобы луч не доставал до окон, то есть чтобы в окна не бил. Тогда это намного эстетичнее, как-то красивее смотрится. Ну и в итоге, потыкав туда-сюда, как бы, ну, единственное место это под сиденьем. А под сиденьем, соответственно, нужно колхозить кастомное крепление. Нашел дома вот такой вот корпус от блока питания, от ноутбука, сгоревший. Он как раз делится на 2 равные части. Думаю из него сделать крепление на сиденье под плафон. Вот таким образом сюда установлю, вырежу отверстие, сюда встанет плафон. Кронштейны готовы. Сюда будет вставляться у нас плафончик. И тут на стяжке его вот таким вот образом
пружине притяну на 4 штуки. Можно, конечно, было сделать и на стяжку, на 2 стяжки дынь-дынь и все, и не заморачиваться. Ну, как-то мне не захотелось уж так сильно опускаться, поэтому я сделал кастомное крепление и прикрепил к сиденью на стяжке кастомное крепление, а не фонарик. Что касается подключения, для наглядности разобрал плафон, то есть середина у нас открывание двери, крайнее левое положение горит постоянно. Так, смотрим, средний контакт выходит у нас на крайний левый пин, соответственно вторая часть в середину. Подключаем вот таким образом минус в крайний левый, плюс в середину. Для того, чтобы подсветка ног дублировала лампу плафона, нужно подключать непосредственно к вот этим контактам. Ну и что касаемо бюджета, обошлось мне это все где-то в 1150 рублей. Из них 1000 стоили плафоны, 100 с копейками вышли пины и провод. По проводу брал я 6 метров. Хватило как раз в аккурат. Фонарики, кстати, обычные приоровские. Обычный плафон, такой вы можете увидеть у себя в бардачке, либо в багажнике. Внутри стоит обычная лампочка накаливания. Вот такая. Она будет светить белым цветом. Я же хочу зеленую подсветку. Хотел купить светодиодную лампочку зеленого цвета. К сожалению, таких, мне сказали, не бывает. Была у меня вот такая вот лента светодиодная, светит зеленым цветом. Все таким образом я их соединил и установил внутрь. Вот так выглядит готовый результат. Сначала делал одну ленту, светит слабовато, решил устанавливать по 2. Разъем для него нужно покупать отдельно, также стоит 250 рублей, то есть в сборе, грубо говоря, 500 рублей, но это не очень бюджетно, поэтому вместо разъема я купил простые маленькие пины, к ним подключал провода, изолировал, и в общем-то все. Ну и собственно готовый результат. Ну на этом буду заканчивать данный ролик. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лукасы. И до новых встреч!